Легендарный третий сезон подкаста Vision стартанул с легенды бизнеса Арманжаном Байтасовым. Самые большие ошибки, которые я допустил в бизнесе, это было связано с людьми, которые работали со мной в команде. Мы проговорили про бизнес 90-х, про то, как надо было там общаться с бандитами, как приходилось выживать в то время, какие были крутые предприниматели 90-х, что их отличало. Причем рекетиры, практически все, с кем я общался, они были очень образованные люди. В Советском Союзе была статья за приобретение долларов. Обсудили, как попасть в список 50 самых влиятельных бизнесменов в настоящем времени. То есть обсудили, какие качества должны быть у человека, что не надо делать. Это назвали шрамами. Какие, шрамы не нужно вам получать 100%. Все, кто в этом списке, это мы их называем бронированные. У всех вот такая мощная броня. Этот выпуск, он именно на прожитом опыте сделан. Поэтому смотрите его, не пропустите. Каждая секунда — это инсайт. Ставьте лайки, подписывайтесь. Для нас, команды, это очень важно. Пишите свои инсайты, и вы в конце можете получить очень крутой приз. Погнали, приятного просмотра. Ну что, вот он, третий легендарный сезон. И начинается он с легендарного человека Арманжан Берегевич Байтасов. Я благодарю вас за присутствие здесь. Я даже заволновался. Я давно такого не испытывал, потому что рядом со мной человек-легенда. Вы, наверное, все знаете Forbes. Вот этот человек запустил его Привет, Арман. В Грузии. Да. Спасибо большое. Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Намерение такое. Хочется сделать вклад в современных предпринимателей, кто занимается сейчас каким-то активной деятельностью. Такие ребята, как я. Думаю, у вас тут огромный опыт. Хотелось бы поговорить с вами о бизнесе 90-х, о том, как вы вообще там двигались, пробивались, я не знаю, эта вся жесть, которая Интересно было, интересное время было. И, знаете, хотелось бы получить, наверное, взгляд от сейчас в такую ретро-перспективу назад и посмотреть, что надо было делать, что не надо было делать, и получить какие-то от вас и для нашей аудитории такие советы практические, которые можно применить нам в жизнь. Я думаю, что много чего расскажу, но это не будет похоже на какой-то блокбастер, нужно сразу понимать. Все думают, 90-е это перестрелки были, по Алмате здесь бегали, с бандитами встречались. Конечно, такого совсем не было, но это, наверное, в кино сохранилось. А так, думаю, будет интересно. Есть о чем поговорить, есть что рассказать. Я вижу фильмы, сериалы сейчас, и там про 90-е реально показывают какую-то жесть. В плане, нужно было не только бизнесом заниматься, но и отбиваться иногда, и там пытались что-то отжать, там, и так далее. Это, насколько это действительно правда была? Давайте так. 90-е годы лично для меня. Это годы, когда я молодой совсем, только начинал заниматься предпринимательской деятельностью. Это самые яркие года, наверное, для меня были. И все годы, они в любом случае хороши по-своему. И 90-е, и 2000-е, и 10-е, и 20-е, и будущее то же самое будет. Все зависит от того, как ты относишься к этому. Второе, то, что касается, то, что создался образ таких разборок, каких-то еще есть устойчивое такое выражение, лихие 90-е. Да. Наверное, да, лихие 90-е, они были удивительны тем, что это все происходило, наша жизнь, она же точно такие же 24 часа в сутки, точно так же утро, вечер, день. Но это все, наша жизнь происходила на изломе. Когда рушилась империя большая, Советский Союз, создавался новый мир, для нас счастливый мир. Мы жили в ожидании, каждый день нас напитывал какой-то особой силой, потому что мы точно знали, что завтра будет еще лучше. Потому что у Казахстана появилась свобода, мы стали независимой страной, и было такое ощущение, что мы можем все, нам все по плечу. И даже эти небольшие огрехи, которые существовали в виде разборок, в виде бандитов, в виде рекетиров, было, да, но это была такая реальность, которую мы просто воспринимали как данность. Было много чего в 90-х там сложного. Кто, может быть, не знает или вам вообще не знакомо, в Алмате были верные отключения электричества. Многие улицы в центре города были просто не освещены, ездить было невозможно. Дороги были в ямах все.
в 90-е годы никто бы не подумал купить Феррари, потому что бесполезно было бы ездить, там бы она за один день ушаталась бы. А сейчас вон сколько у нас и Феррари, и Лексусов, и Урсусов, и всяких Ламборджини ездят, да, спокойно. Было такое время, наверное, еще чем важно, и почему у нас там получалось в 90-е, вот я еще раз возвращаюсь, да, к слову лихие, я бы, наверное, главное слово дал определение, это все-таки свобода. Само ощущение, что ты свободен, то, что ты можешь реализовать свои таланты, и то, что у тебя есть эта возможность, что ты можешь реализовать себя, это дает невероятный заряд. Невероятный. Вот для того, чтобы по-настоящему раскрыться, главный фактор, вообще в бизнесе, главный фактор — это чтобы у тебя была свобода. Да. В первую очередь. Кстати, можно отмечу, интересно, я до этого слышал просто другую точку зрения, что 90-е — это про нестабильность, про непонимание, что нужно делать, и прикольный взгляд предпринимателя, да, что круто, нестабильно, зато есть столько возможностей. Возможностей было много. Я не скажу, что круто, что нестабильно. Дело в том, что мы же все учились. Да. Ни у кого не было учебника, как строить новую страну, да, как бы я думаю, Нурсултан Абишевич Назарбаев, ему было представить, как тяжело тогда, в 91 году. Не было такого учебника. И его, когда он был членом Политбюро Советского Союза, да, коммунистической партии, да, никто ему не проводил же такие курсы, как построить независимый, там, суверенный Казахстан, само собой, да, как бы. Всему приходилось учиться с листа, вот мгновенно. Нужна была реакция, принимать решения, причем ответственные решения, чтобы эти решения, были правильные, не навредили. Нужна была реакция. И точно так же бизнесменам приходилось. Нас никто не учил бизнесу. У нас в Советском Союзе была статья за приобретение долларов. И люди сидели, получали срок за то, что обменивали рубли на доллары. Это реальная статья была. Офигеть. Вот видите, я вам сейчас рассказываю, сейчас везде доллары, не доллары, а это реально уголовка была. И приходилось нам потом, вот после того, как мы отсидели, отзанимались уроками там в университете, получив знания по краткому историю ВКПБ, или там истории... Это что? ВКПБ — это коммунистическая партия, Б — это большевиков потом. Ага. Я чувствую, да, вы совсем не, уже, Нет, вот это уже не изучали. Да, совсем другое. далеко от этого, да. Ясно. Вот. И получив образование вот то, нам приходилось выстраивать свою новую жизнь совершенно в новых реалиях свободного рынка. Может быть, кто-то назовет это еще и диким рынком, может быть, да, действительно так это было. Но приходилось работать, а как? У нас там годы молодые, все создают семьи, нужно там думать о будущем, стремиться к стабильности, да, к стабильным заработкам. Конечно, приходилось зарабатывать и искать возможности. Я вот слышал, что очень часто преуспели в 90-е те, кто, грубо говоря, что-то там присвоил. Я вот говорю вот фразами, скажем так, народными, общими, да, такими. Я вот действительно не понимаю, не знаю, это реально так? То есть это был такой какой-то способ или что происходило? Можно так по-простому и вот коротко объяснить? Очень точная вещь, которую вы говорите, да, то, что об этом многие говорят, еще говорят присвоил, и еще даже такое слово приватизировал, да, да. как бы. Вот, были и такие, вот, были назначенные бизнесмены, и они до сих пор есть, и они очень богатые люди. Угу. Давайте так, когда создается вот эта вот новая система рыночных взаимоотношений, само собой есть различные там огрехи. В любой системе есть огрехи, да, как бы. И действительно, то, что касается приватизации, которая происходила в начале 90-х годов, причем это было во всех постсоветских странах, не только в Казахстане, те же самые проблемы и в России были. Вот. Само собой, приватизация проводилась, и кто-то выиграл, и потом появлялись вопросы, почему обладателями тех или иных комбинатов, заводов стали какие-то другие отдельные лица, почему там не коллективы или там не другие там предприниматели, да, там, это же всегда кто-то выиграл, кто-то проиграл. Само собой, я не буду отрицать, что были и, возможно, коррупционные схемы во время приватизации, возможно, да, как бы, и вот эта несправедливость, которая она была тогда совершена, она будет еще аукаться и в наши годы до сих пор. То, что вот перераспределение сейчас идет, это возврат, по большому счету, пересмотру тех итогов, которые были тогда, наверное, да. Вот это, наверное, процесс, он еще будет происходить.
Но я смотрю чуть-чуть немножко по-другому на весь вот этот процесс. Дело в том, что начало 90-х годов для экономики Казахстана это был тоже перелом, и надо было перестроиться из командной системы, из плановой социалистической системы, встроиться в рыночную и научиться выживать в совершенно новых условиях для всех предприятий. А на предприятиях, на тех, работают тысячные коллективы. Им каждый месяц нужно платить зарплату. И каждый директор комбината, кто-то смог справиться с новыми реалиями, а кто-то не смог. И у кого-то появлялись реально огромные задолженности по заработной плате, не могли за свет заплатить, не могли реализовать свою продукцию. И вот это все наращивалось, вот эти проблемы, они как снежный ком. И это нужно было решать, и надо было решать очень быстро. Сейчас, конечно, легко критиковать Назарбаева или Акижана Макжановича Кожегельдина. Легко критиковать сейчас, да? А им нужно было принимать решения очень жестко. Вот Кожегельдин пришел в правительство в 1994 году. И выхода не было, ему нужно было быстро принимать решения. Для того, чтобы принимать решения, ему нужно было находить не только инвесторов, а еще инвесторов и предпринимателей, которые могли бы перезапустить вот эти большие комбинаты, чтобы они могли нормально работать. Ну, может быть, где-то ошиблись, может быть, кто-то выиграл не тот какой-то комбинат или что-то еще. Наверное. Не буду сейчас спорить. И еще при этом, да, сори, я извиняюсь, что перебиваю, просто и еще при этом все они не были этому, можно сказать, подготовлены. И да? еще не все были подготовлены. Это вот нужно понимать, что 90-е годы вот нужно вот с этой точки зрения. Легко сейчас критиковать и обижаться, что там что-то такое. Да, кто-то выиграл, но еще не надо забывать, были еще и те ребята, которые приватизировали комбинаты и не смогли справиться, и разорялись, и были огромные проблемы. То есть... И такие были истории в Казахстане. Просто мы смотрим только те, которые попали в список Forbes сейчас, да? А были же еще и те, которые не справились, и комбинаты, которые невозможно было поднять, и там ничего не сделать. Ну вот я вот на самом деле посмотрел бы на вот эту ситуацию вот именно с этой стороны, а не так, что совсем все плохо и что-то там присвоили, что-то такое. Вот, поэтому я хотел точку зрения услышать. Вот это моя точка зрения. 100%. Да, а то, что меня касается лично, то, конечно, я всегда уважал и уважаю тех людей, которых я называю self-made. Вот они. Не было ничего, создали, пришли со своим, там, не знаю, багажом знаний, с каким-то своим минимальным капиталом и смогли создать большие, мощные, серьезные корпорации. Вот эти self-made, они тоже, слава богу, в Казахстане есть, это известные люди, и я очень рад, что вот предпринимательская жилка у нашего народа очень мощная, у нас очень много вот предпринимательского духа у казахстанцев. Супер, супер. Вот можно все-таки, если мы про 90-е заговорили, привести, может быть, какой-то личный пример? Все-таки вот немножко хочется послушать от этого. Слава богу, без жести. Истории, тяжелые истории, плохие я слышал, видел. Вот. Было много неприятных вещей, действительно, это сейчас можно с шуткой говорить, а в целом, конечно, было неприятных вещей. Просто здесь, не знаю, я всегда отношусь к этому там плохо, когда человек, который работает, что-то делает, создает, подвергается какому-то насилию со стороны, это на самом деле криво. И понятно, что никакой симпатии к рекетирам в принципе нету, и романтизировать вот эту историю, мне кажется, там не очень, да, как бы не стоит. Вот, хотя многие рекетиры пытались играть роль Робин Гудов, там что-то такое. Ну, слушайте, это основа. Причем рекетиры, ну, практически все, с кем я общался, они были очень образованные люди. Очень образованные, ну, я не знаю, или я с таким общался. Вот. Потому что образование мы-то все получили в одинаковых школах советских и читали, в принципе, одни и те же книжки, и поэтому разговаривали все на одном языке. Вот. И они некоторые свои вещи очень хорошо, литературно и так философски обставляли, и поэтому как-то это было слушать даже там странновато, вот, то, что они объясняли, почему они забирают часть прибыли как-то. Философски это все объяснять. Вот. Но все равно это криво. Так не должно быть. Есть правила, есть налоги, есть законы. Лучше вот идти
вот в такую сторону, в сторону правового государства. Да. Вот. Если кто-то забирает, то должно забирать государство. Заработал, заплатил налоги, живи дальше, живи спокойно, все. Супер. Вот у меня такой вопрос. Вот я, в принципе, сейчас, наверное, плюс-минус занимаюсь чем-то похожим, что и вы когда-то, да, допустим. То есть раньше это было телевидение, сейчас это YouTube-канал, да, вот мы сейчас сидим, записываем все это. Вот очень интересно узнать, да, вот представьте, что вы вот как бы снова попадаете в этот возраст, там вам 28-30 лет. Какие ключевые такие действия, решения нужно принимать в этом возрасте? Что нужно точно делать вот сейчас? Уже если посмотреть вот так вот назад. Чтобы вот быть Чтобы быть здесь, в потом списке влиятельных, в списке вот богатых. здесь, вот здесь, да. Да. Вот что нужно сейчас сделать? Вот очень интересно. Записываем. Да. Не, ну чтобы быть в списке богатых, надо много зарабатывать. И Да. там все понятно. То, что касается бизнеса и вообще, мне кажется, основа в бизнесе это, ну понятно, я говорю, есть такие вещи. Там должна быть свобода, страновая Да, вещь, да, да, страна да. должна быть свободной, ты сам должен быть свободный. Это вот такие вот вещи. А персонально то, что тебя касается, первая вещь это образование, которое это вот прямо принципиальная вещь. Ты просто должен быть информирован, разносторонне образован, быть в курсе событий, просто быть интеллигентным, так скажем, человеком. Вот это очень важно. Иметь актуальную информацию, Актуальную информацию и базовую информацию тоже. Мгм. То есть, ну, краткий курс ВКПБ учить не надо, но, Да. но в целом знать там историю, там, я не знаю, от античности до сегодняшних дней желательно в общем хотя бы, когда идет разговор про Наполеона, хотя бы знать, в какое время он жил примерно. Вот. И литературу знать, базовые вещи. То есть знания, они очень-очень важны. Очень еще важное значение имеет то, что мы называем, ну, не знаю, воспитанностью, да, как бы это вот чувство такта, вот как нужно себя вести, это нужно понимать. И это очень важная вещь, на самом деле. Очень важная вещь. Потому что как бы то ни было, есть старая поговорка: встречают по одежке в любом случае. Как вы одеты, как вы себя ведете, как вы говорите, как вы смотритесь, как вы сидите. Или там, ну, то есть это имеет большое значение. И ваше воспитание, оно будет, если у вас недостаток воспитания, вот эти огрехи, они выйдут наружу, и вы оттолкнете от себя людей. И почему я говорю оттолкнете, не оттолкнете, почему это важно? Потому что третья часть важна, это окружение. Очень важно. Надо посмотреть на свое окружение. С кем вы идете, с кем вы дружите, кто ваши друзья, кто ваша аудитория, вот с кем вы хотите соприкасаться больше. Это имеет огромное значение на вас персонально, потому что окружение может как тянуть вниз человека, затягивать к себе. Точно так же окружение может вас и поднимать вверх. И поэтому лучше общаться с теми, кто вас поднимает, делает вас выше, сильнее, умнее, красивее, не знаю, и там, не знаю, более сильным, более стильным, да, как бы вот лучше общаться с таким. Вот это окружение, вот эти связи, они имеют тоже принципиальное значение. Это практически как работа, к этому нужно тоже относиться как к работе. Вот хотел вот эти моменты узнать у вас. То есть, ну, все говорят, это очень модно, да, сейчас говорит нетворкинг, общение, нужно окружение, там все дела. Но вот практически, да, допустим, вот у вас как это было, то есть как работа, может, вы там выделяли там определенное количество часов в неделю, или выписывали список, с кем надо вот обязательно увидеться? Как это было? Это все было по наитию. Да. Вот чем отличает меня от вас, да, как бы, вам сейчас легко делать бизнес. У вас все возможности есть, и там, я не знаю, и легче телеканал запустить, и радиостанцию можно легче. Все легче делать. Если нужна какая-то дополнительная информация, вы можете посмотреть YouTube, какие-то подкасты чьи-то, да, прочитать книги, там курсы посетить, сами форум можете посетить. А в наше время вот этого ничего не было. И для нас, если мы говорили о том, что мы хотим учиться, мы учились только друг у друга, бизнесмены. Почему тусовка бизнесменов в Казахстане получилась в начале 90-х годов? Потому что там было
интересно общаться друг с другом. Это было прямо не то, что интересно, это было прямо как потребность, потому что помимо того, что было интересно, это мы обучались друг у друга. Мы слышали, как заключаются контракты, у кого-то что-то получилось, у кого-то что-то не получилось, как действовать в тех или иных ситуациях, как нанимать персонал даже, да, как первые договора международные заключать. Тоже этому всему учились друг у друга. У нас не было курсов, интернета не было, там, как мы это у нас... Большинство контрактов по каким-то там телефаксам заключались, там, что-то такое, это вообще там, даже сейчас вспомнить, как проводились переводы, перевести деньги из одного города в другой, это целая проблема была, то есть безнальный перевод, то он шел там, не знаю, день, два, три, там, они так, это не сейчас на Каспе, я тебе перекинул, тынц, пришел. Да. У нас не было того, чтобы там какой-то алгоритм, что вот столько часов. Это потребность. И я вот хочу сказать, что даже прописывать это не надо. Это у вас просто должна быть потребность. Если вы хотите это, если вы в себе чувствуете, там не надо выписывать, сколько часов надо вам на это потратить. Это просто у вас должно быть как потребность. Супер. Что еще? Вот какие еще такие фундаментальные вещи важны вот сейчас? Ну, я думаю, что я практически про все сказал, особенно то, что касается окружения. К этому нужно очень серьезно отнестись, еще и потому, что люди, которые попадают там, в поле вашего окружения, это во многом становятся и вашими клиентами, возможно, да? Или вы их клиентами. Вы друг друга поддерживаете и растете вместе, и ваши бизнесы растут вместе. Это тоже, на самом деле очень важно. Чтобы вот в этот список попасть, какие должны быть качества? Вот вы же, смотрите, вот просто давайте так, вы знаете каждого из них, да, 100% лично, да? Не каждого из них, я, конечно, не знаю. Это большинство. Большинство, конечно, да. Большую часть. Да. Какие есть вот у них, как у людей, мы же все вот, одинаковые, по сути, но что-то они делают по-другому, да, очевидно. Вот какие у них есть такие личностные качества, которые вы замечаете как закономерность? Знаете, вот первое слово, которое хочется произнести, это дисциплина. Да, как бы первое слово. Но еще раньше, я вот сейчас думаю, что, наверное, это вот случай или возможность правильно увидеть вот этот случай или вот возможность, которая перед тобой открывается. И быть готовым к тому, чтобы этот, не знаю, там какой-то момент произошел, и ты должен его понять, увидеть и ухватиться за эту идею, ухватиться за этот бизнес, ухватиться за этот контракт. Вот это нужно тоже уметь. Это как дар. Этому я не знаю, как научиться, но вот это умение видеть возможности. Чутье видеть. Вот это чутье, вот это умение видеть возможности, оно как раз-таки, наверное, практически у всех есть. Помните, есть такая фраза, да, как бы кризис — это не только проблема, это и возможности. Возможности, так, да, круто звучит. А что такое возможности? Для каждого еще надо сделать так, чтобы эти возможности увидеть. Плюс к этому ты должен быть готов, чтобы какие-то возможности открылись, и ты был готов это реализовать. То есть ты должен быть еще готов. Вот это видение и быть готовым к реализации вот этих возможностей, это наверное, такая вещь. То, что отличает вот практически всех ребят, которые здесь. Причем неважно, self-made или приватизировали что-то или еще. То есть периодически каждому из нас подкидывается какая-то ситуация? Вообще тотально каждому на планете Земля. Периодически выпадает случай. Ты его либо видишь, либо не видишь. Некоторые люди проходят, даже не понимают, потому что у них образования, мышления даже не хватило. Он прошел вот так, увидел там, я не знаю, продают кто-то там мороженое какое с каким-то вкусом. Он прошел мимо, а другой, который готов был, он увидел, елки-палки, я вот такое же мороженое могу здесь поставить, а если я поставлю еще вот там на Панфилова, а вот он по-другому включается. Да. А потом раз у него получается там сеть, потом эта сеть становится там республиканской или что-то еще. Это же вот такие вот вещи какие-то. Просто угол, да, восприятия реальности разный. Вот как мы, извиняюсь, да, вот вначале, по сути, обсуждали, да, вы говорите, 90-е время возможностей, а я говорю, что слышал в основном про 90-е время проблем, да, неопределенности. Вот же, в этом вся суть, да, по сути. По сути дела, да, в этом вся суть. Надо увидеть возможности и быть готовым. Эти люди, они
всегда видят возможность. То есть они при любой даже проблеме, да, допустим, ну сколько у них, какие у них проблемы, да, условно? Проблема на самом деле у бизнесменов больше, чем у любых других людей, потому что бизнесмен, помимо всего, это еще большая ответственность и большая ответственность перед коллективом. То есть там у каждого из них там стояли вопросы заплатить там зарплату вовремя, не вовремя, вот отсрочки какие-то, кто-то поставщик тебе не оплатил там деньги или что-то еще произошло, да, как бы, а зарплату нужно выплатить вовремя, или налоги должны выплатить вовремя, там пени будут или штрафы будут. И все бизнесмены, они вот в таком, это я самую маленькую часть говорю, там есть еще более серьезные вещи, да, и не совсем приятные, когда ты занимаешься бизнесом. Бизнес — это не только то, что ты ездишь там на Лексусе и живешь там в квартире там или в доме в дорогом, да, как бы, а вот столько головных болей, которые там нужно решать ежедневно. Какое у них отношение к проблемам? Ну, то есть вот я вот, допустим, сейчас встречаюсь с проблемами, вот то, что вы говорите, мне знакомо, и вот потихоньку оттачивается вот эта штука, типа реакция, да, ну вот у этих людей, кто в этом списке, то есть как они относятся сейчас? Вот это все, кто в этом списке, это вот мы их называем бронированные у них. У всех вот такая мощная броня, и эта броня создана за счет шрамов, которые они получили за время своей работы. Это все совсем бронированные люди. Потому что если ты стрессово неустойчивый, то ты вылетаешь. Ты не можешь, если ты не держишь удар, не держишь строй, или там сразу поддаешься депрессии, когда там, не знаю, налоговая на тебя наехала, или ракетиры набежали, или еще какая-то там неприятность случилась, там, если ты неустойчив к стрессам, то ты проиграешь, конечно же. Офигеть, окей. Вот еще сказали первую мысль про дисциплину. Дисциплина, Вот да. можно немножко вот так раскрыть эту тему, увеличить вот так, что там в дисциплине? Дисциплина, ну, приходить вовремя, хотя бы, договорились в 6, пришли в 6, там, я не знаю. Дисциплина, если ты поставил себе задачу там бегать по утрам, и ты должен это бегать, а тем более, если еще с кем-то договорился в паре или там группой бежать, то это вообще еще больше ответственность. Некоторые, кстати, специально выбирают, потому что дисциплину в команде держать легче, чем одному. Ты сам себе можешь там сделать послабление, что-то еще, а когда в команде некоторые, наоборот, подпирают себя. Самодисциплина — это самая сложная вещь, по большому счету. И дисциплина должна быть еще в четком исполнении планов. Вот ты делаешь, сначала ты мечтаешь, потом ставишь цели, и потом разрабатываешь план. Угу. Когда ты делаешь план, это значит, у тебя есть какая-то последовательность действий. И вот эта последовательность действий, она требует уже абсолютно дисциплины. Потому что если ты не выполняешь или делаешь что-то не точно, ты не реализуешь свой план, не достигаешь своих целей и не исполняешь свою мечту. Ну, там, если вот так вот посмотреть. Поэтому дисциплина, она очень-очень сильно важна. Очень сильно. Окей. Какие еще вот такие личностные качества вот помогают на этом пути? Мне помогает то, что я сам по себе человек коммуникабельный, и мне интересно общаться, да, как бы для меня это не составляет труда, и мне просто интересно слушать людей, мне интересно записывать интервью, мне интересно там выступать на форумах, организовывать какие-то вещи, большие мероприятия. Не скажу, что это правило, это есть люди разные, я знаю много очень закрытых бизнесменов, да, которые там общаются совсем с очень небольшим кругом людей, и им, в принципе, достаточно. Но лично мне открытость, она больше помогает. Я вот вижу в этом больше пользы, больше там дивидендов, которые можно от этого всего получить. Окей, понял. Касательно вот про общение, интересно просто, вот вы же общаетесь с большим кругом очень успешных людей. Со временем это общение, каким оно становится? Вот просто я сейчас скажу по себе. Когда мы начинали с своим кругом там в 20 лет что-то делать, у нас был один уровень общения, да, там ха-ха, хихи, мы веселились, угорали. Сейчас вот там, допустим, 28, там 30 лет, мы уже обсуждаем дела, допустим, у нас уже встречи деловые.
Вот интересно так, если по уровням идти, да, допустим, или там, не знаю, по возрасту, или по каким критериям судить, да, как сейчас это общение меняется? С друзьями ты все равно будешь другом, в любом случае. И там, вот если мы с Нурланом Смагуловым дружим, и мы можем и по делам поговорить, но по делам мы поговорим, не знаю, там 5-6 минут. Все остальное дело будем разговаривать про жизнь, про воспоминания, про план на будущее, куда мы вместе поедем и что будем делать. То есть ценность общения с друзьями, она в этом заключается, что ты можешь поговорить на все темы. Тебе не обязательно только по делам говорить. В этом, наверное, самый большой кайф, по большому счету. Вот лично для меня. Да в этом и есть ценность дружбы, по большому счету. Поэтому дружба остается дружбой, дела остаются делами, да, как бы вот одно с другим лучше не смешивать, потому что самое ценное в любом случае это вот нормальное, теплое человеческое. А вот момент, лучше не смешивать, говорите. Нет, здесь не говорю, что нельзя с друзьями делать бизнес. Ничего вот в этом плохого я не вижу, да, как бы, но дам совет, вот здесь я точно дам совет. Если вы с друзьями делаете бизнес, лучше все пропишите заранее. Вот еще больше пропишите, лучше еще даже больше потратьте время на договоренности, на понятие всех дефиниций, вот, чтобы вы все понимали, да, к чему вы идете, цели, планы, задачи, там что-то такое, компания если делать, да, там что-то такое. Все заранее пропишите с друзьями принципиально, потому что страх не потерять бизнес, а страх потерять друга, если там что-то не так прописано. И если вдруг в момент, когда вы проговариваете какие-то моменты по совместному бизнесу, будущее еще ничего не случилось, и вы чувствуете недовольство с одной или с другой стороны, то лучше не начинайте. Если вот, поэтому лучше с самого начала все проговорите, все пропишите. Можно сделать бизнес, друзья, ничего страшного в этом нет. Да. Но здесь просто еще более внимательно отнеситесь к этим вещам. А вообще то, что касается вот бизнеса, у меня просто было много ошибок, столько ошибок наделал. Вообще любые вещи лучше прописывайте всегда, потому что мы же с алматинских дворов, да, как бы, и мы, как слово пацана сказали, ответил, там что-то такое. А теперь есть еще такая вещь, да, это уже потом мы стали понимать, когда стали больше учиться, вот, что слово сказанное и понятое, оно может иметь некоторые разные значения. Допустим, я что-то сказал, а на той стороне поняли совсем другое. Супер, с это одного вот слова. как вы... И поэтому слово сказанное, там слово пацана, не слово пацана, но в бизнесе не Прояснять совсем работает, надо прояснять. Очень четко надо прояснять. Очень четко прояснять. Окей. Очень жизненный совет, я вот прям еще актуальный, спасибо. Это очень серьезно, все прописывайте, потому что самые большие трагедии, которые случаются, если вот это вот недопонимание, и у вас же были одни ожидания еще, и у тех людей могли быть другие ожидания от вас, и из-за этого нарушается очень много. Самое главное, если неправильно все сделано, еще один шрам появится, чего бы не хотелось. Вот, понятно стало, что нужно делать, чтобы сюда попасть. А вот что не надо делать? Вот какие есть шрамы? Можно перечислить вот личные, либо то, что видели, что вот прям однозначно, к чему нужно внимательно относиться? Внимательно нужно относиться к людям, с которыми ты работаешь. Очень, очень внимательно. Самые большие ошибки, которые я допустил в бизнесе, это было связано с людьми, которые работали со мной в команде. И самые большие успехи связаны, и самые большие потери связаны, и так, и так. Дело в том, что когда, допустим, в начале 90-х годов мы начинали работать, для нас там принять на работу человека, ты будешь, условно, будешь замдиректора. По каким вопросам? Он просто замдиректора. А ты будешь начальником отдела, еще отдела нету, отдел по продажам, чего продавать, куда продать. Ну и, короче говоря, нанимали людей. Почему? Потому что хороший парень, он там с соседнего двора, мы его знаем, или он учился там на юрфаке, тоже хороший парень. На продуктивность не смотрели? Не смотрели, ни на продуктивность, просто хороший парень, это было главное в резюме, так скажем. Вот. И через это было много ошибок. Второе, это были ошибки, когда компании быстро начали расти, и у нас там произошел быстрый резкий скачок, у нас было там условно в 92-93 годах там 28, что ли, человек в компании, а в 94-м уже было 120, да? Ну, то есть реально очень быстро компания выросла.
И понятно, когда ты набираешь людей в таком темпе, ты уже не контролируешь. Я вот, когда нас было 28 человек, я всех знал по именам, все, как бы там водитель, там Ваня, там секретарь, там Лена, там, то есть бухгалтер, Фридгани, ну, то есть всех знаешь, да, как бы, а когда становится 128 человек, и ты уже не помнишь, где, чего, как. А в то же время компания растет, функций все больше добавляется, в некоторых местах где-то проваливается что-то. Ты начинаешь разбираться, а там, условно говоря, проблема в том, что люди не готовы, или те люди, которые работают, они просто даже не понимали своих задач, которые там перед ними поставили там их начальство в то же время, да, как бы. Ну вот, короче говоря, не буду совсем далеко уходить. Были совсем тяжелые вещи, которые я сам тоже пропускал и понимаю, что это мои ошибки личные, да, по людям. Но это самые-самые дорогие ошибки, которые были. По людям, да? Да, по людям. Самые большие, самые серьезные пробелы, это у меня были связаны с, ну, так скажем, неправильным наймом, как сегодня говорят. Окей. А вообще шрамы являются по итогу чем-то, что нужно было получить? Есть ли такое, что по итогу становится понятно, что вот этот шрам, тот шрам, вот это все слепилось, и вот сейчас вот это все было важно, оказывается? Ну вот я один раз, наверное, скажу такую вещь, она пускай банальная, да, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если ты просто так идешь, и у тебя совсем все гладко, ну, или ты совсем lucky man, да, как бы совсем все хорошо, да, как бы, либо что-то на самом деле не то, либо, может, тебе кто-то еще помогает, там, я не знаю, вот. Но опыт настоящий получается именно в тот момент, когда ты все-таки чувствуешь какое-то противодействие, ты постоянно учишься, это же, ты же сам тоже учишься, когда ты получаешь вот эти удары судьбы, так скажем. Ты тоже в этот момент проходишь некий этап личностного роста, так или иначе. Поэтому я не скажу, что там шрамы обязательно, да, как бы, Да. но они будут. Просто вы будьте к этому готовы и воспринимайте это как обучение, так дорогое. скажем. Да, дорогое обучение, оно больное чуть-чуть, там что-то такое, но вот это, относитесь к этому, наверное, вот так немножко по-философски. Ну. А вот если смотреть на жизнь вот этих людей, на вашу жизнь, она все-таки вот синусоида такая, да, типа, когда взлеты, падения, или вот бывает как бы по-другому? Ну, смотря что вы называете синусоидой по отношению к чему. Если мы бизнес, говорим... именно бизнес берем. Именно бизнес, если... Ну, да, наверное, там оно, наверное, имеет какие-то там вот такие вот вещи, то, что мы называем кривой, да, как бы, и есть взлеты, есть падения. Но вот то, что моего бизнеса касается, он идет вот по нарастающей. Может быть, оно вот здесь вот так колебание вот так идет, но в любом случае я вижу тренд, я понимаю, куда я иду и ради чего я работаю, куда я двигаюсь. Вот, это то, что касается моего бизнеса. Может, кто-то по-другому строит, это у каждого своя модель. Здесь я не буду что-то вот там специально говорить или навязывать, у каждого может быть своя. Я даже, наверное, вот так перефразирую. Бывают такие периоды, когда просто фартит условно, вот идешь и получается что-то само, а иногда вот бывают периоды, когда ты просто вот толкаешь какой-то КАМАЗ, как будто, который стоит на горе. Это индивидуально, это совсем индивидуально. Бывает, когда все легко получается, и, ну так звезды легли, там, опять же, случай, ты этот случай увидел эту возможность, да, как бы тоже бывает. Но я в любом случае верю в то, что какой бы там случай не был, и как бы там не был ты готов к положительным моментам жизни, да, ты должен сам быть готов к этому. Ты должен быть, я говорю еще раз, образован, дисциплинирован, там это все равно должно быть. Если у тебя этого изначально базово нет, ты можешь эти возможности не увидеть. Ты даже можешь не понять, что вот, оказывается, это уже хорошее время настало, а ты даже этого не понял. Смотрите, вот вопрос такой. Я вот так посмотрел список и увидел некоторые закономерности. Прям в топе люди, которые занимаются там какими-то природными ископами, финансовой, да, частью, ну там банки и так далее. Вот вы же смотрите данные постоянно, там это, наверное, меняется или не меняется, вот не знаю. В наше время какие видите тренды? Как в этот список попасть? За счет чего? За счет каких сфер? Если честно, я вот больше вижу сейчас возможности для то, что мы называем креативными индустриями. Причем финансовая сфера
который вот занимается Тимур Турлов, да, как бы, или там Вячеслав Ким, да, Каспий, да, там Тимур Турлов, Freedom Finance. Это то же самое, те же самые креативные индустрии, по сути дела. Потому что они, каждый создают свою экосистему, они создают возможности для других работать, да, как бы это настоящий креатив. И система, она, когда запускается по-настоящему, а у Каспи и у Freedom она уже запустилась, она дает возможность креативить и работать большой части людей. И все вместе, по сути дела, расширяют вот эту экосистему там Freedom и экосистему там Каспи. И вот то, что касается вот этих вот креативных вещей, оно будет востребовано все больше и больше. И там вы можете заработать, ну, те деньги, которые действительно можно назвать большими деньгами. Если вот то, что касается даже природных ресурсов, да, там добычи, чего бы то ни было, это все, в принципе, очень четко, совершенно считабельно. Вы знаете объем нефти, запасы руды, марганца или там меди или там золота. Это все вы, в принципе, можете посчитать, и там аудиторы, которые будут потом приходить проверять ваши компании, они все будут смотреть, очень все четко просчитать и скажут, ваша компания может добыть на этом месторождении 10 тонн золота. И все. Примерно будет понятна Предел стоимость понятен. вашей, да, предел вашей понятия. А то, что касается креативных индустрий, потолка нет вообще. Потому Другая что страна. вы другая страна, у вас могут открыться новые рынки, новые возможности. Вы можете сделать вообще еще пользу для нашей страны, может быть, с тех рынков к нам привести какие-то идеи, какие-то деньги, какие-то инвестиционные вещи придут в Казахстан. То, что самое интересное сейчас открывается, вот этот цифровой мир, он дает нам, там, творческим людям, реализовать, ну, там, самые невероятные свои планы, идеи, мечты. И это не какая-то фантастика. И это не так, что я сейчас там агитирую за какие-то непонятные проекты. Это действительно работающие вещи, и это действительно можно сделать. Даже через какое-то время, и вы это тоже, мы сейчас даже проговорили до передачи, что языковой барьер будет нивелироваться в какое-то время. Через какое-то время, неважно, будет ты разговариваешь на казахском языке или на русском языке, во всем мире тебя будут понимать, потому что будет перевод, да, искусственный интеллект будет быстро переводить, делать перевод. Более того, будет делать перевод еще вашим голосом. Представляете, вот будет Тарман Юсупов говорить на хорошем китайском языке. Супер. То есть все, что связано с креативом, туда входит IT-часть, да, в любом случае. Там это все то, что... какие-то... Не то, что этот цифровой... Я именно в виду креативная вся часть. Там и музыка, и кино, и то, что вы делаете, видео, и то, что касается обучения, какие-то, я не знаю, книги, да все что угодно. Вот это вот все, это все относится к креативным вещам. И уже есть люди в этом списке, да, то есть, ну или они уже забегаются вперед, да, по сути? Я думаю, что люди, во-первых, я еще раз говорю, Тимур Турлов, я очень хорошо знаю Тимура, вот это вот настоящий креативный бизнесмен, который создал огромную систему. И ему еще не было там 40 лет, ему сейчас нет 40, он уже миллиардер. Спасибо вам большое. На самом деле очень много было моментов. Я лично для себя, не знаю, вот как аудитория, сейчас мы отдельно про это поговорим с вами, но я вот просто очень много для себя услышал. Спасибо вам большое, прям очень было ценно. В конце вот у нас такая есть практика с аудиторией, что вы пишете инсайт, и как вы будете его внедрять в жизнь, или как это будет теперь отражаться, да, у вас. И за это мы можем подарить, как я понимаю, да, как вот раз-таки вот этот вот выпуск. Да, список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Супер. Сколько штук можем подарить? 10 давайте мы подарим. Давайте 10. Супер. 5 на казахском, 5 на русском языке. Супер. Просто надо написать комментарий, инсайт, как вы будете это внедрять в жизнь, потому что у нас подкаст такой практический, поэтому такие советы, такие гости. Спасибо большое. Арман, большое спасибо, тоже очень рад. Вообще мне нравится все то, что вы делаете с вашей командой, с супругой, да, как вы делаете. Очень интересно. И хочу, чтобы вы больше реализовывали проектов. Еще хочу вам лично подарить вот эту книгу для вас, чтобы было. Держите в библиотеке. Надеюсь,
Ну, это как история бизнеса в Казахстане. Супер. О, как Да. раз в тему сегодняшнего Будет, подкаста, да. Я думаю, что он будет Супер, интересен. супер. Кстати, его можно вот потом купить, да? Такие книги не продаются, окей. но давайте одному читателю мы подарим тоже такую книгу. Давайте еще, Эксклюзив давайте получается. одному из ваших подписчиков, вы сами придумайте, за что. Супер. Мы За подарим самый тоже. сочный инсайт, короче. Вот так. Хорошо, ладно. С подписью я Да. сделаю книгу. О, спасибо большое, спасибо. Все, Договорились. благодарю.